Привет всем! Вы на канале Израиль с Павлом и Ларисой. Для тех, кто любит Иерусалим, город этот бесконечно разнообразен и не перестает удивлять своими многочисленными живописными уголками. Сегодня у нас путешествие в один из таких изысканных и старинных районов нового города. Здесь можно увидеть неожиданную карету и самую настоящую голландскую ветряную мельницу. Здесь вас ждут уютные беседки и целые каскады лестниц, ведь район расположен на склоне. А уютные улочки, маленькие домики и, конечно же, море цветов и зелени вокруг создают удивительную и неповторимую атмосферу. Привет всем! Всем привет! Мы приглашаем вас на прогулку по одному из красивейших районов Иерусалима. Напротив стен старого города, практически в центре Нового Иерусалима. Сегодня это престижный богемный район. Стоимость жилья в нем просто баснословная. А когда-то здесь никто не хотел жить и даже за плату. То есть, представляете, не вы платите за новое жилье, а вам платят. А вы не хотите. Вот такие были интересные времена. Вот были времена. С этим районом Иерусалима широко связано имя выдающегося еврея Англии сэра Мозеса Монтефиоре, известного финансиста, филантропа и общественного деятеля. Он объездил весь свет, помогая своим собратьям. В Иерусалиме был 7 раз. Сэр Моше сделал немало для еврейской общины Иерусалима. В свой 4-й приезд в 1855 году он приобретает вот эти земли вне стен старого города. Назвал сэр Моисей новое приобретение в честь своего семейного союза – виноградник Моше и Юдифи. Виноградник Моше и Юдифи. Мишкенот шаананим – жилище безмятежных. Захапанные участки, Шхунат Хаб. Ямин Моше. Да, и, наконец, Ямин Моше – все это название одного и того же квартала. И в этих названиях отображаются исторические этапы его развития. Мне понравилось вот это оливковое дерево, я решил возле него продолжить рассказ. Когда Моше увидел, как живут евреи в старом городе, то он сказал, так жить нельзя. И он стал прилагать все усилия, чтобы начать строительство за городскими стенами. И в месяце Сиван 5615 года, то есть это по современному календарю 1855 год, сэр Моше отправился в город Константинополь, теперь это Стамбул, чтобы добиться продвижений в этом вопросе. Его принял сам турецкий султан и таки дал фирман на строительство. Из всех участков, годных для застройки, этот находился выгоднее всего к еврейскому кварталу. В свой третий предыдущий приезд Монтефиоре познакомился с мэром города Ахмадом Агадиджаром. Земля, которую Моисей решил купить, оказалась собственностью этого уже к этому времени бывшего мэра города. Секретарь Монтефиоре записал все, что происходило в своих личных заметках. Ахмад сразу же объявил, что участок он отдаст бесплатно, ведь Моисей Монтефиоре ему почти как брат. И он не отступал от своих слов в течение нескольких дней. Но вот пришло время подписать купчую, и переговоры длились целый день. В результате этих переговоров Ахмад объявил, что он готов подписать купчую, если Моисей даст ему небольшой подарок в 1000 фунтов стерлингов. Сумма на те времена совсем немалая. Подарок немедленно отсчитали, и купчая была подписана. За 2 недели построили
стену вокруг этого участка, ну, мало ли что. Вокруг шайки грабителей, полным-полно шакалов. Опасно. И, как я уже сказала, земельное приобретение было названо в честь семейного союза виноградник Моше и Юдифи. Только не подумайте, что сэру Моисею досталась вот такая красота. Конечно же нет. В то время в этом месте совсем ничего не было, и города, конечно, тоже. Весь Иерусалим прятался за крепостными стенами. Будущий район был первым вне стен Иерусалима. А вот и знаковое место этого квартала – мельница Моисея Монтефиори. Это практически одно из первых строений, которые появились здесь, за стенами старого города. Для строительства из Англии прислали механика, специалиста по мельницам. Его обеспечивали всем необходимым оборудованием и поручили построить здесь ветряную мельницу. Сэр Моше хотел, чтобы мельница обеспечивала евреев, еврейскую бедноту дешевой мукой. До этого цены на муку были довольно-таки сильно завышены, поскольку монополия находилась в руках у арабов-мельников. Существует легенда, анекдот, в которой скрывается доля правды. Она гласит: когда строили мельницу, местные арабы-мельники не хотели конкуренции. Они, конечно же, уговорили своего знаменитого известного шейха наложить на мельницу проклятие. И во время строительства тот постоянно крутился и проклинал строителей. Шейх пообещал, что мельницу смоет первым же дождем. Однако прошел сезон дождей, а мельница все стояла на месте. Арабы так верили в силы своего шейха, что провозгласили мельницу творением рук самого шайтана. Несмотря на местные байки, что мельница не молола ни единого дня, мол, ветра было недостаточно, а что пшеница местная не такая была, как в Англии, и жернова не мололи. Конечно же, были подобные проблемы, но все же мельница больше 20 лет по льготным ценам молола таки зерно для иерусалимской бедноты. И сохранилось даже этому свидетельство. Фотография, где везут отсюда на конях и ослах мешки с мукой. А потом механизм износился. Его ремонтировать не стали, не видели смысла, поскольку появилась более производительная паровая мельница. 90 лет мельница стояла заброшенной. Еще одна непридуманная история мельницы. В период британского правления купол мельницы был снесен. Эту операцию в народе назвали Дон Кихот. Британское командование послало на мельницу группу солдат, приказав им сравнять постройку с землей. Так как на верхушке еврейские ополченцы устроили наблюдательный пункт. Но по счастливой случайности солдаты оказались родом из той же местности, где было родовое поместье Мозеса Монтефиори. Они увидели название города на мемориальной доске. Приказ выполнили частично, взорвав лишь верхушку мельницы, там же, где находился наблюдательный пункт. 10 лет назад голландский христианский фонд «Христиане за Израиль» предложил городу собственными силами восстановить мельницу. Голландцы потратили на это $1 250 000 американских долларов. Мельницу восстановили, что называется, один в один. Сохранился рисунок оригинальной мельницы. В архивах британской фирмы Холман, которая строила ее 150 лет назад, сохранились даже чертежи. В Голландии до сих пор работают более 1000 ветряных мельниц. Ветряки принадлежат частным лицам, но для сохранения мельниц они получают финансовую поддержку и государства, и всевозможных фондов. Мельницы – это культурное наследие, это часть национального колорита страны. Это также история, и ветряки, безусловно, до сих пор вызывают интерес. Детали для мельницы изготавливались в Голландии, и уже здесь на месте голландские специалисты их монтировали. Первый мешок муки перемололи в 2013 году. Была даже возможность купить местную муку за некую плату, как сувенир. Мельница сейчас в рабочем состоянии, и это небольшой музей. А здесь, прямо рядом с мельницей Монтефиори, под стеклом,
стеклом хранится карета. Карета, на которой Моисей объездил весь мир. Ее привезли сюда в 1936 году. И простояла она 50 лет под открытым небом. А потом ее подожгли. И после пожара ее восстановили в точности по чертежам, которые все еще сохранились в Вене в каретной мастерской. И вот сейчас она стоит здесь под стеклом. На карете и у входа в мельницу изображен герб Монтефиоре с огненно-рыжим львом и оленем. На синих флагах на иврите написано «Иерушалайм», что означает «Иерусалим». Девиз герба на флаге гласит «Думай и благодари». Неожиданно для себя, как-то раньше мы пробегали мимо, но сейчас мы вот увидели такие замечательные маленькие демонстрационные жернова, которые реально мололи самое настоящее зерно в самую настоящую муку. Ух ты, так здесь даже мука есть. Даже есть мука. Точно, сюда. Здесь есть зерна. Можно сыпать зерна. И вот они перемалываются и ссыпаются сюда вниз. Даже пахнет мукой. А это перед мельницей второй дом, построенный в Мишкинот Шаананим. Помните, жилище безмятежных? А мы спускаемся вниз и вниз к первому дому района, к стене и к воротам. На фасаде этого здания, которое за мной находится, высечена надпись на иврите. Мишкинот Шаананим построил в 5620 году от сотворения мира сэр Мозес Монтефиоре. Деньги на строительство пожертвованы по завещанию Джуды Тура, да покоится его душа в райском саду, из святой общины города Новый Орлеан, североамериканские штаты, да хранит всех ее членов Всевышний. Иуда Тура – это еще один богатый еврейский филантроп, который пожертвовал $50 000 на строительство вот этого здания. А уже сэр Мозес Монтефиоре распоряжался его фонд этими средствами. Где-то здесь хранится перстень самого Иуды Тура. Его вместе с копией купчей крепости заложили под краеугольный камень в момент основания строительства. Предполагалось изначально, что здесь будет больница, но в еврейском квартале барон Ротшильд уже построил больницу и решили строить жилые здания. Построили две синагоги – ашкеназскую и сефардскую, микве, бассейн для ритуальных омовений, общественную печь. Был колодец с маленьким ручным насосом. На это чудо технической мысли специально приходили посмотреть из старого города. Настоящие инновации в концепциях санитарии Иерусалима того времени. Когда умер в 1885 году Моисей Монтефиоре, не оставил завещания на своей земле, а к этому времени уже исчез страх перед заселением вне стен города. Сюда потянулись евреи и стали занимать участки самовольно под строительство. Кто-то ставил палатки, кто-то просто колышками с веревками обозначал свою территорию.
Тогда появилось народное название Шхунат-Хаб, буквально захапанные участки. Тогда наследники Монтефиори создали фонд для официальной застройки. И появился район Ямин-Моше по названию фонда. А потом здесь проходила линия огня во время войны за независимость Израиля в 1948 году, а потом уже граница. Район забросили. Уже после победы в Семидневной войне по распоряжению Тедди Колока район перестроили. И вот он перед вами, изысканный, с каскадами лестниц и морем цветов и зелени, уютные улочки, малоэтажные домики. При этом здесь всегда тихо. В 1973 году Мишкинот Шаананим был превращен в гостевой дом для всемирно известных авторов, художников и музыкантов, посещающих Израиль. Помимо помещений для гостей, теперь это конференц-зал и дом Иерусалимского музыкального центра. Последний раз Монтефиори приезжал в Иерусалим в возрасте 91 года. Кстати, ты знаешь, его рост был 1,90 м. Потрясающе. Да. Человек постоянно позитивного настроя, беззлобный, незавидующий и не раздражающийся. Он умер в ясном уме в своем поместье Великобритании на 101-м году жизни. А этот маленький квартал, Мишкинот Шаананим, или жилище безмятежных, помнит до сих пор этого богатого и щедрого человека, блестящего еврейского финансиста, филантропа, политика Моше Моузеса Хайма Монтефиори. Да, и среди евреев Израиля немного, пожалуй, найдется людей, незнакомым с этим именем. Ну, кто уж не знает район Ямин-Моше с мельницей голландской в Иерусалиме. Все наверняка хоть раз мы видели. Да, хоть раз мы приезжали Хоть из сюда. автобуса окошко, хоть с машины, или когда гуляли по старому городу. Вообще, конечно, потрясающее место. Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша сегодняшняя прогулка. Желаем всем хорошего настроения и, конечно же, здоровья. И пусть в мире будет как можно больше таких людей, как Моисей Монтефиори, которые и сами хорошо живут, и о других заботятся. До свидания. До новых встреч!